Всем привет! Давно вы меня просили рассказать про этот проект. Практически в каждом видео о каком-то интересном сервере проскакивает комментарий о черепахе. Ну расскажи. Ну что ж, раз у игроков такой интерес, то, наверное, сервер действительно заслуживает внимания. На самом деле, для меня этот сервер не такой уж незнакомый. 3 года назад, когда Turtle WoW только стартовал, я на него заглядывал и даже планировал какое-то время поиграть. Идеи на проекте были интересными. Новые зоны, рейды, профессии, восстановленные механики WoW Classic, которые Blizzard вырезали еще с альфы. Арены. Представьте себе арены. Звучало, если честно, фантастически. Ко всему этому я был настроен крайне скептически. Не очень-то во все это верилось. На горизонте маячило несколько похожих проектов с похожим концептом, но дальше обещания они не продвигались. Изначально Turtle WoW был сервер как сервер. Ничего особенного, обычно 1.12, каких в 2018 было с десяток, как минимум. Чем же они решили привлечь аудиторию, которая в наше время уже довольно требовательна к качеству контента? Мы сейчас узнаем после того, как я вам сообщу, что если вас напрягает постоянная нехватка золота, исправить ситуацию поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка в 10% по промокоду VANILA10. Ссылка в описании. Так вот, из особенностей, которые их выделяли на фоне похожих проектов, был необычный подход к прокачке. И это было действительно что-то новенькое. Если большинство приватных проектов стремились сделать на своих серверах в приоритете повышенные рейты, полагая, что игроки не очень любят качаться, предпочитая как можно быстрее врываться в хай-энд контент, то Turtle WoW, наоборот, выкрутили рейтинги в минус. Опыт за гринд был существенно уменьшен, и чтобы более-менее сносно прокачиваться, игроку нужно было выполнять в основном квесты. Причем желательно все, а их, представьте себе, не так уж и мало. Тут справедливости ради хочу заметить, что штрафов по серым квестам не было, и в идеале можно было менять локации в поисках любого доступного квеста, выполнение которого было куда выгоднее, чем гринд мобов. Отсюда и название проекта Turtle – черепаха, что дает нам ассоциацию с медленной, размеренной, неторопливой игрой. Проект родился в эпоху хайпа по ваниле, как раз перед запуском серверов от Blizzard, и в целом у большинства приватных серверов было довольно туманное будущее, не внушающее перспектив. Поскольку никто не мог спрогнозировать, сколько игроков уйдет играть на офф-сервера и сколько предпочтет играть на пиратских проектах. Открываться прямо перед стартом ванилы от Близов было довольно смелое решение, но черепаха, несмотря ни на что, запустилась. И что сказать, прогнозы не обманули, пиратки ванильных версий действительно опустели. Даже у довольно крупных проектов был весьма плачевный онлайн, что уж говорить о Turtle WoW. Спустя несколько месяцев после релиза количество игроков в прайм-тайм достигало в среднем человек 50, что вы, конечно, понимаете, совсем ни о чем. Надо отдать должное команде разработчиков. Они не комплексовали по этому поводу, маленький онлайн их не смущал. Ребятки с черепахи даже не думали о закрытии, а медленно и верно работали над проектом. И я вам скажу, не напрасно. Спустя 3 года, когда я вновь пришел взглянуть на проект, я его не узнал. Помимо значительно выросшего онлайна, работа провелась колоссальная. Практически все обещания, данные в начале запуска, выполнены. Возобновлены профессии, похеренные Близами в альфе, в частности навыки выживания и классовые профессии. Восстановлены ивенты, которые были в планах у Blizzard, но по каким-то причинам свернутые. Такие, например, как гонки в пустыне, а-ля Энакин Скайуокер на Татуине. Реанимированы закрытые зоны, недоделанные в оригинале. И в том числе мои любимые острова – остров Гилли Джеймс и остров Доктора Лапидуса. Если кто не в курсе, эти острова созданы в альфа-версии, навсегда удаленные в оригинале. По ним у меня уже было на канале видео. Хотя, судя по записям дневника Джона Статса, реальное предназначение этих островов было куда скучнее, разработчики Turtle WoW решили покреативить и добавили в ванилу еще одно приключение, населив острова монстрами и NPC, дающие новые задания. Я когда зашел в прибрежное поселение Cool Tears и услышал городской оригинальный трек, немного так удивился, насколько тщательно разработчики уделили внимание мелочам. Новые квесты, новые саундтреки, даже персонально отрисовали карту под эту локацию.
Судя по тому, как часто и подробно встречаются на проекте упоминания про эти острова, создатели локации очень гордятся своей работой. Я встречал много кастомных серверов, большинство из них было сделано довольно вычурно, понапихано много всякого бесполезного реквизита, опций, неизвестно зачем, вот лишь бы было. Чаще всего разработчики стремятся сделать свои проекты приближенными к актуальной версии, стараются внедрить что-то, чего быть в текущей версии не должно, но у игроков современных версий пользуются популярностью. Тут подход, такой же, но сделан как-то мягко, ненавязчиво, не нарушая общего духа классического World of Warcraft. Вот те же самые игрушки из профессии по выживанию не придуманы от балды, они реально были в планах Blizzard, но по причинам только им известным недоделанные. Автосбор группы. Почти такой же, как в Личе, но без самостоятельного закидывания игроков в инст. Прогуляться до входа все-таки придется, но избавиться от продолжительного спама в чате в поиске группы. Blizzard много что могли сделать в свое время на классике. Дальше вы знаете, что случилось? Случился Burning Crusade, и дальнейшее развитие World of Warcraft поплыло в его русле. А ванила осталась в том виде, в котором разработчики оставили ее на момент выхода нового дополнения. Игрокам нравится классика, нравится механика классов, пусть даже не всегда совершенная. Нравятся сюжетные линии, плавно переплетающие между собой, сопровождающие нас, начиная со старта прокачки и заканчивая высокоуровневыми подземельями. Любители оригинального WoW с удовольствием проводят на ваниле время и хотели бы развития классической версии дальше, но, к сожалению, у Blizzard подход другой. Все новое приходит только с новыми дополнениями, а WoW Classic для них глава завершенная. И это действительно здорово, что есть подобные проекты, в которых сочетается и качество работы, и любовь к классическому World of Warcraft. Turtle WoW развивается, не только как сервер, он и расширяет саму классическую версию. Ровно так, как и хотели бы любители ванилы. Добавляются новые зоны, подземелья, задания. Я был приятно удивлен, когда увидел реализацию стартовых зон для 2 новых рас. То есть это не просто новый полигон, а полноценный старт, как за любую другую расу. При создании персонажа вас встречает тот же самый закадровый голос, повествующий историю народа, за который вы собираетесь играть. Кстати, довольно профессионально выполнен. For nearly 7,000 years, the High Elves cultivated a shining magical kingdom deep within the forests of northern Lordaeron. But 5 years ago, the undead scourge invaded Quel'Thalas and drove the elves to the brink of extinction. Led by the evil Death Knight Arthas. Вы натыкаетесь на новые музыкальные треки, написанные под вновь появившиеся зоны. Все точно так же, как у других рас. Понятно, что это кастом, но если бы вы не знали о том, что в классике не было гоблинов или высших эльфов, вы бы, начиная играть, восприняли их, как само собой разумеющееся. Кстати, да, высшие эльфы, не кровавые, как в ПК. Те самые эльфы, которые служили в Альянсе изначально и которые были подло преданы лордом Гарритасом. Несмотря на то, что отыгрываемая эпоха не соответствует наличию в синенькой фракции, разработчики их добавили. Полетав над континентами и посмотрев на уже привычные локации, я обнаружил немало новых полигонов и поселений. Просто рай для РПшеров, которых немало привлек этот проект. В Дискорде то и дело координаторы собирают желающих для отыгрыша различных сценариев. Разработчики охотно идут нам навстречу, обустраивая места для игры и по желанию добавляя новые реквизиты. Кстати, по поводу РП-серверов у меня готовится отдельно большое видео, которое вы вскоре увидите на канале. Тема очень интересная. Очень жаль, что в комьюнити не так активно развито. Так было бы интересно посмотреть на отыгрыш сценария на родном языке. Изначально проект запускал всего 3 человека. Но сегодня команда Turtle WoW выросла значительно. Я насчитал около 2 десятков сотрудников. Сюда входят и разработчики, работающие над технической частью сервера и клиента, над геймдизайном, художники, писатели, создающие новые сюжеты, звуковые дизайнеры, добавляющие новое музыкальное сопровождение, веб-дизайнеры, работающие над сайтом и форумом, редакторы аддонов для корректной работы с текущей версией, служба поддержки, которая круглосуточно может помочь решить ваши проблемы, и, конечно же, тимлиды, координирующие всех специалистов. Ребята прибыли на проект из различных уголков планеты, и особой локальной принадлежности у сервера нету. Единственное, что можно отметить, что сам сервер стоит в Англии. Кстати, для русскоязычных игроков есть в том числе и гейм-мастера, говорящие на русском. Конечно, в формате одного видео тяжело уместить все, что есть на проекте, каждая новинка заслуживает отдельного видео с полным разбором. Но если в 2 словах, давайте попробуем накидать основные пункты, которые уже есть в игре. Новые подземелья.
Такой, например, как склеп Каражана. Часть зоны, которую Blizzard запечатал в ванильной версии по причине технической невозможности ее запуска в свое время. У них, конечно, была довольно забавная легенда о том, что склеп Каражана было местом крайне пугающим игроков, негативно влияющим на психику и душевное равновесие. И только поэтому к нему закрыли доступ. Ну, вы, конечно, понимаете, что это не так. Лично меня больше пугает, когда вы, уважаемые зрители, смотрите видео и не поддерживаете его лайком и не подписываетесь на канал. Это равнозначно посещению 10 склепов Каражана, населенные зомбаками, призраками и прочей нечистью. Поэтому не расстраивайте меня, пожалуйста, ткните эту красную кнопочку под видео и увидите, как моя благодарность просто залучится из монитора. Далее на проекте реализована более расширенная кастомизация персонажей. Ну да, графика по-прежнему ванильная, но для игроков присутствуют разнообразные плюшечки, расцветки, которые вы можете украсть вашего героя, не говоря уже о возможности трансмогрификации. Для персонажей восстановлены старые идеи Blizzard, такие, например, как нестандартное сочетание рас и классов. Изначально для магов была доступна раса дворфов, удаленная по неизвестным причинам. До сегодняшнего дня до нас дошли только небольшие напоминания о том, что это когда-то было. Вы можете сами убедиться, взглянув на иконку Блинка, украшающей головой дворфа. Это намекает на то, что, возможно, Блинк был отличительной особенностью этой расы. Ну, в угоду баланса способность раздана всем магам. Какие-то моменты Blizzard ввели в новых дополнениях. Например, возможность игры нежити за охотника. Ну, раз Близзам это не кажется странным, значит на Turtle Wolf тоже не видит особых препятствий для подобного сочетания. Как я уже рассказывал в одном из прошлых видео, в классической версии была относительно слабо развитая инфраструктура, из-за чего приходилось тратить много времени на беготню. Тут на проекте также работают над этим, расширяя количество флайпоинтов и добавляя новые маршруты кораблей. Ну согласитесь, играя за эльфа и имея желание стартануть прокачку в Elven Forest, игроку придется пострадать, добираясь лоу-левелом через враждебные высокоуровневые локации. И как хорошо, когда есть корабль, отплывающий из Аубергина и прибывающий в порт Штормграда. Да, в Штормграде построен порт. В оригинале мы должны были увидеть его в Личе, но тут разработчики слегка ускорили прогресс строительства. Конечно, все эти детали улучшают геймплей и делают какие-то раздражающие моменты удобными. Такие фишечки различные проекты себе стремятся добавить множество проектов, но отличительная деталь Turtle Wolf не в этом. А как я уже говорил ранее, в расширяющемся лоре. Лоре, который продолжает повествование каких-то незавершенных историй или создают новые сюжетки. Это прям самое то, ради чего можно заморочиться и углубиться в игру. К сожалению, проект ориентирован больше на англоязычную аудиторию. Ну, вооружившись переводчиком, можно приобщиться к новым развитиям сюжета. Даже со скудными знаниями английского, в принципе, можно понять, о чем суть каких-то заданий. В планах разработчика сделать классический WoW более интересным и для старичков, которые ванилу исколесили вдоль и поперек, и для новых игроков, которые оценят увеличенные масштабы открытого мира. Многие хотели увидеть развитие World of Warcraft в других направлениях, не отправляясь в темный портал на борьбу с Легионом, а сфокусировавшись на самом Азероте, делая упор на продолжение сюжеток, начавшей еще со времен третьего Warcraft и поздней классики. Ну, Легион легионом, а жизнь на Азероте не останавливается и также сопровождается различными яркими событиями. В отличие от похожих версий WoW Classic, разработчики не собираются менять или как-то модифицировать уже существующий контент. Для игроков, привыкших видеть подземелья или полюбившихся локацию в первозданном виде, ничего не поменяется. У проекта основной упор ведется именно на новый контент, чем они, собственно, и занимаются. Поэтому новые рейды и подземелья тут соседствуют со старыми и так неплохо вписываются в общую составляющую. Сам проект очень дружелюбен к новичкам, дает ощутить все прелести WoW Classic с самого старта. Вас сходу закидывают в автоматически созданную гильдию вновь прибывших, где вы можете познакомиться с участниками, задать вопросы, найти группу в низкоуровневой инсты, ну и просто потрындеть о том всем. Как только вы поймете, что хотите чего-то большего, вы, конечно же, можете покинуть эту гильдию и вступить в коллектив, цели которого совпадают с вашими. Я уже вижу, как в комментариях мне отписывают, сколько тебе заплатили, там все такое. Ради бога, я не против. Практика показывает, что большинство возражений публика воспринимает как отмазки, поэтому не будем никого переубеждать. Впечатление от сервера состоит больше из того опыта, который я приобрел от знакомства с проектом с позиции игрока. Моя цель, прежде всего, состоит в привлечении интереса игроков в классической версии World of Warcraft. На проекте есть и недостатки, ну куда уж без них, о которых я также расскажу после детального изучения вопроса. Не хочется ориентироваться только на слухи и домыслы. Если вы хотите узнать о проекте больше, обязательно пишите. Тем более, что рассказать есть о чем. Материала просто море. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Удачи!